Привет, дорогие друзья! Вы знаете, что-то меняется. И с удовольствием читаю сообщения от людей, которые еще вчера ненавидели Зеленского. Они пишут, что у Зеленского хватило, извините, яиц для того, чтобы сделать то, чего не могли сделать все предыдущие. Ну, как минимум Порошенко, а именно бороться с олигархами. Ну и не может Порошенко сам бороться с олигархами, он же сам и есть олигарх. Вот прошла годовщина с момента исторического, я не побоюсь этого слова, подписания закона о деолигархизации. Наконец-то мы по ним жахнем. Наконец-то. И придумали разработать реестр олигархов. Потому что также же непонятно, кто олигарх. Поэтому надо провести тендер, чтобы специальные организации определили, кто является олигархом. Первым олигархом оказался Анатолий Шарий, его жена и, вы помните, ее мама. Мы оказались олигархами, но вторым, как минимум, должен был стать Ахметов, а третьим, по-любому, или вторым, или третьим, это, конечно, Игорь Валерьевич Коломойский. Но случилось все немножко не так, вернее, случилось, но чуть позже. Первые фамилии в реестре должны были появиться в мае этого года, но уже началась война, друзья мои. И поэтому мы, не смогли внести они ничего этого реестра. Какие реестры? Не время было этим заниматься. Время было заниматься блокировкой канала Шария, и так далее. Да, важными делами, более важными. Запросами на экстрадицию, чтобы потом соснуть хорошо. Извините, конечно, за сленг и все остальное. Но вот, наконец-то, 5 ноября, явно хотели подгадать к 7 ноября, чтобы быть такими, знаете, поймать еще и тот электорат, который сейчас бродит и не знает, ОПЗЖ уже все, слились, и кому присоединиться. Короче, наверное, подгадывали к 7 ноября, решили таки забрать активы, причем у Коломойского. Где все те, которые обвиняли Зеленского в том, что он галимая марионетка Коломойского? Вам сейчас не стыдно, а? И вот это произошло. 5 же ноября была годовщина, не только 7 ноября Великая Октябрьская социалистическая, но и 5 ноября как раз годовщина как раз исторического законопроекта. И вот они решают. Смотрите, самым главным, по кому надо было жахнуть, конечно, это был Коломойский. Смотрите, Ахметов потерял, очень много. Там не только Мариуполь. Фишка в том, что Ахметов потерял крупнейшие заводы. Он потерял миллиарды долларов. Из-за оккупации и обстрела пострадали активы энергохолдинга ДТЭК. В итоге он вынужден был закрыть свою медиакорпорацию. И что бы там кто ни говорил, но знающие люди утверждают, конечно же, имела место договоренность с офисом президента. Но на самом деле Ахметов очень сильно пострадал. В разы просто. А Коломойский у него немножко как с гуся вода, знаете. У Коломойского у него привычно, что он всегда кому-то должен, с кем-то судится. Игорь Валерьевич продолжал и продолжает добиваться возвращения себе Приватбанка, к примеру. И занимается другими интересными вопросами. Однако, как же объяснить эту национализацию? То есть все назвали национализацией. Причем, что интересно, в авангарде всех почему-то были российские СМИ. Они сообщали: национализировал, национализация прошла и национализация. Уже впоследствии Резников, министр обороны, сказал, что это не национализация. Это мы на время изъяли. Оно поработает на страну, а после войны отдадим назад. То есть это не национализация. Deutsche Welle, фейкометы долбаные, сообщили о том, что это национализация. И это все должны были всосать немцы и подумать: о, Зеленский зергут, смотрите, он забирает у олигархов. Может быть, многие русские подумали точно так же. А на самом деле мы имеем дело с планом самого Игоря Коломойского. И план, я вам скажу, простейший, но гениальный факт. Отчуждены акции 5 компаний: Укрнефть, Укртатнефть, Моторсич, Автокрас и Запорожтрансформатор. Принудительно переданы в госсобственность они были с 6 ноября. И первым рассказал достаточно внятно о том, что произошло, Олег Царев. Я позволю себе процитировать. Итак, в состав Укртатнафты совместно с Татарстаном предприятия входит Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который когда-то занимал треть украинского рынка топлива. Помимо огромных на 500 миллиарда долгов перед государством, нафта задолжала еще и татарам, которые собираются предъявлять иски Коломойскому. Кому они теперь будут предъявлять? Понятно, что и некому. Что это форс-мажор. Национализация — это форс-мажор. Другой вариант. Татары предъявят государству, ввиду того, что это государственное предприятие,
на время. Татары предъявят государству, и государство скажет, даже спорить не будем. Даже сколько надо. И отдадут. Отдадут долги Коломойского из бюджета украинского. Менеджмент, скорее всего, после национализации будет прежним, то есть менеджмент останется Коломойского. Сама же процедура национализации вызывает вопросы. Во-первых, национализация проводится решением суда, а не нацкомиссиями по ценным бумагам. Ну, фишка в чем? Что это, конечно, никакая не национализация. И то, что она проведена без суда, позволит потом юристам даже средней руки Коломойского вернуть это предприятие. Но тут это проще, ему не надо будет ничего возвращать. Потому что тот же министр обороны и Данилов подтверждает, что предприятия вернутся потом, когда пройдут проблемы, которые есть сейчас, предприятия вернутся назад к Коломойскому. Но только эти предприятия будет содержать во времена проблем украинский бюджет. То есть государство купило убыточные активы, будет их содержать, поддерживать в них жизнь, а это иначе стоило бы Игорю Коломойскому миллиардов. Ну зачем перекладывать на себя то, что можно переложить на государственный бюджет? Плюс на глупых европейцев. Потому что Урсула фон дер Ляйен заявляет, что она будет добиваться 18 миллиардов и так далее. Сколько из этих миллиардов пойдут на поддержание, то, что будет называться поддержка украинской промышленности. А на самом деле эти миллиарды отправятся на то, чтобы поддерживать заводы, пароходы Игоря Коломойского на время. Это крайне удобная схема. Эта схема попросту великолепная. Потому что представьте себе, вы не можете платить за дом, у вас большие финансовые проблемы, вызвано тем, что грозы с градом идут, бьют ваш урожай. Тогда у вас государство говорит, я у тебя отнимаю твой дом, но буду за ним следить, подкрашивать, подстригать траву, переложу вон там вот у тебя плитку и все остальное. А когда у тебя опять вырастет нормальный урожай, я тебе его передам. А с меня что-то? Нет, с тебя ничего. Таким же банкротом с миллиардными убытками является Запорожтрансформатор российско-украинского олигарха Григоришина. Другая ситуация с заводом Мотор Сич. Потому что его владелец, который обвинен там в том, что он сотрудничал с россиянами, там радовался обстрелам и так далее, это просто реверанс штатам. Потому что штатам ну уж так уже мешало это Мотор Сич, особенно китайцы, постоянно маячившие на горизонте и хотевшие прибрать ее к рукам, что это просто это сделано для Соединенных Штатов Америки, понятно. Теперь смотрите, Киев постоянно жалуется на то, что не хватает денег. Дайте больше денег. Европейцы бегут под козырек и просто падают и желают дать эти деньги. Киев жалуется на то, что нет денег на зарплаты, на пенсии, надо десятки миллиардов, нечем будет уже платить. При этом Киев же поддерживает активы олигарха для того, чтобы он мог спокойно расслабиться во время войны и не думать о такой фигне, как выживание. В отличие от вас, дорогие друзья. Это гениальная, простая схема. В украинских СМИ вы не найдете. Вы найдете другое. Вы найдете бред, проплаченный самим же Коломойским, ну его менеджментом, о том, что Коломойский был в шоке. Он был в шоке. Конечно же, мы настолько наивные дебилы, что реально думаем, что вот такое вот решение принято без участия самого Коломойского. Он был в шоке, он плакал. Я даже думал, он заперся в туалете. И горько-горько плакал, думал, как же так мои активы. На самом деле Коломойский это просто гений. Со знаком минус, конечно. Ну, однозначно. А Зеленский и Ермак с этой схемы получат сумасшедший откат. Заплатят за все европейцы, у которых реклама уже идет, как жопу не мыть. И в принципе, когда от тебя воняет потом, это добавляет тебе мужественности. И как еще чистить зубы водой из унитаза. У меня все, пока.